Ну, пупсик, ну что у тебя за сюрприз? Не спеши, вот выпьем шампанского, и тогда всё тебе расскажу. Лена надула губки. Она была моложе Василия на целых 8 лет, поэтому и вела себя как капризная куколка. А внешность Лены и правда была похожа на куколку. Длинные белые волосы, пушистые ресницы, тонкие бровки. Тонкая, даже какая-то неестественная талия. И довольно пышный зад и грудь. В общем, Лена была мечтой мужчин. Немного подпортил вид взгляд. И без того светлые глаза Лены не были обременены особым интеллектом. Но если внимательно в них смотреться, то и не особого там тоже не было. Взгляд был совершенно пустой. Но Василия это не заботило. Она была идеальна. Леночка была его любовницей всего 3 месяца, но денег из него вытащила вполне прилично. А Васе было не жалко. Он возвращался домой, кушал вкусный борщ с Софией и думал, что если бы Лена умела бы хоть что-то готовить, то он бы давно к ней ушел. Хотя Василий понимал, что как только он идет от Софии, то Леночку тут же потеряет. Потому как работал Вася в фирме жены, которая досталась ей от папы. Он, конечно, работал, но тратил несоразмерно больше, чем зарабатывал. София никогда не спрашивала, куда он тратит столько денег. Тратить значит нужно. София всегда относилась легко к деньгам, потому что у нее никогда не было в них недостатка. Видимо, поэтому она и не сошлась с матерью Василия. Василиса, женщина суровая, была отдана замуж рано. Мужиков тогда не было, время послевоенное было. Поэтому и хватали всех. Вот и она выскочила замуж за отца Василия. Мужику на тот момент лет 40 было, выбор девок большой был, но вот в Василису он влюбился по-настоящему. Жить им было тяжело, все сами, все руками. Первому ребенку не суждено было родиться, пока Василиса мужу дом строить помогала. Случился выкидыш. Потом долго забеременеть не могла, родила, когда уже самой 40 стукнуло. Но ничего, выкормили, выходили, Вася получился парень симпатичный и хваткий. Когда Вася и София поженились, девушка искренне пыталась помочь свекрови. Та жила в деревне в старом доме, была достаточно старенькой. Но помощи Василиса не приняла. И вообще посчитала невестку ветреной, очень неумной. Софии, конечно, было обидно. Свекра уже не было в живых. Но она решила, что обязательно добьется расположения матери Василия. Они ездили часто в деревню, но Василиса была непреклонна. Раз София не выдержала. Вот скажите, чем я вам не угодила? Ну, находят же невестки общий язык со свекровями, а нам с вами никак. Ты роди для начала, а то такие, как ты, сейчас люблю, сейчас разлюблю. Денег там много, за мужика держаться не нужно. София поняла, что Василиса просто переживает за то, что они с Василием жить долго не будут. Девушка успокоилась, больше лезть к свекрови не стала. Лишний раз не ездила, хоть деньги отправляла исправно. Как бы там ни было, но относилась она к Василисе с уважением. У Софии не было уже никого, а бабушек-дедушек она не видела никогда. Зато, когда Василиса доставала на День Победы мундир своего мужа, весь он был увешан медалями и орденами. Даже София чувствовала торжество момента. Она знала, что свёкор ушёл на фронт в 15 лет. Сначала помогал, да подносил, а потом стал разведчиком, да ещё и каким. Всё это София знала от своего мужа и как-то даже гордилась тем, что у него такой отец. Одно всё это София знала от своего. Одно огорчало женщину. Они жили уже столько лет, а ребёнка всё не было. София была старше Василия на 3 года, и её это тяготило. Хоть женщина и понимала, что не в этом причина, после того, как услышала слова свекрови, сказанные её мужу, нашёл бы помоложе и всё было бы хорошо, ездить к ней совсем перестала. Занялась бизнесом, который ей оставил отец. Времена были лихие, можно было просто проснуться в одно утро нищим, если вообще проснуться. Василий достал из кармана колечко. Леночка захлопотала ресничками. «Ой, оно с бриллиантиком?» «Ну, не с бутылочным стеклом же». Мужчина довольно улыбался. Теперь Леночка будет к нему добра неделю, а то и больше.
Он очень любил Леночку. Правда, всегда нужно было что-то ей подарить. В последнее время делать это было все сложнее. Вася видел, что фирма Софии переживает не лучшие времена. Таких фирм открылось в своё время великое множество, но продолжали жить совсем немногие. Василий знал, что на неё так наезжают какие-то бандюки, то ли территорию делят, то ли денег просто так хотят. Это ему было неинтересно. Он иногда даже думал, что было бы, если бы Софию прикончили, как её отца за деньги, за отказ делиться. Он бы стал настоящим богачом. Нет, он не желал жене смерти, но вариант такой интересный был. А через полгода Леночка встретила Василия в слезах. Что случилось у моего солнышка? Вася беременна. Василий опешил. Как беременна? Почему? Хотя, почему понятно, но как же так? А что теперь делать? Мужчина растерянно сел. Он так хотел сына, да и мама совсем старенькая, проела всю плешь, где внуки. Только вот София, как она к этому отнесется? Вась, ну что ты молчишь? Лен, так это ж хорошо. Да что хорошего-то, зачем мне ребенок? Леночка рыдала, а Василий улыбался. Он решил поговорить с Софией в тот же вечер. Долго ждал её с работы. Наконец услышал, как хлопнула дверь. София посмотрела на него и поняла, что муж что-то хочет ей сказать. Что-то случилось? София, ты должна меня выслушать и понять. Понимаешь, мы столько лет с тобой живём, но у нас так и нет ребёнка. Дело в том, что я встретил женщину, и сейчас она беременна. Я должен уйти к ней, она хорошая, я её люблю. София молчала, а Вася начал нервничать. Жена у него, конечно, тоже женщина была, но в эти трудные времена не сдалась. И Вася знал, что в городе её боятся. Хорошо, Вася, иди. Он и не думал, что всё будет так просто. Кинулся собирать вещи, потом остановился перед Софией. Что-то ещё? Мне бы... Василий замялся. Денег, я же тоже работал на тебя. София сначала недоумённо смотрела на него, а потом расхохоталась. Вася, ну ты нахал. Я сейчас передумаю, и ты горько пожалеешь о своей измене. Вася юркнул за дверь, а София стала у окна. Ну вот и всё. Можно считать, что страница жизни перевёрнута. Леночка, ну что ты кричишь? Это ненадолго. Ты же видишь, в городе никакой работы нет. Поедем пока к маме в деревню, там огород, там хорошо Коле будет. Ты идиот? Сам вали в свою деревню, я не собираюсь целыми днями в навозе ковыряться, а твоя мама меня заставит. Лена, но ведь нам надо как-то жить. Господи, где были мои глаза? Это же надо было связаться с таким никчёмным человеком. Лена, не говори так, сейчас все плохо живут. Время такое. Все? А твоя бывшая вроде неплохо живёт. Дом вон какой отгрохала. Причём тут она? Зачем ты всё время о ней вспоминаешь? Да потому что ты без неё оказался ноль без палочки. Такие разговоры были у них довольно часто. Васе иногда хотелось прибить свою жену. Лена давно уже не была такой, какой он любил. Пропала томность из взгляда, наросли лишние килограммы после родов, а главное, очень изменился характер. Хотя Вася подозревал, что он не изменился, а просто Леночке не нужно стало его скрывать. Пока они ругались, Коля по обыкновению сидел молча в углу кухни. «Мам, а есть будем?» «Есть? А пусть папа твой приготовит, всё равно никакого больше толка от него нет». Василий скрипнул зубами. «Сейчас, сынок, что-нибудь сделаю». Коля у них не был похож ни на кого, ни на светлую Лену, ни на тёмного Васю. Он был рыжий. Василий, когда понял, что сын похож на кого угодно, но только не на него, устроил жене допрос с пристрастием. Леночка сразу в слёзы ударилась, стала обвинять его во всех смертных грехах. Ему ещё и прощения пришлось просить. Больше они к этому разговору не возвращались. Но какая-то мысль занозы в голове Василия была постоянно. Да и мать тоже поглядывала на внука как-то странно. Никогда у них в роду не было рыжих, все смуглые, но молчала. Леночка была психованная, чуть что в истерику. Вообще иногда Василиса думала о том, что первая невестка, конечно, и умнее была, и даже симпатичнее. Та косметикой почти не пользовалась, а это как смоет 2 килограмма штукатурки, так и смотреть не на что. Белёсая, невыразительная.
Это Василиса предложила переехать в деревню. Она видела, как тяжело живется сыну. Сначала зарплату ему просто задерживали, а потом и совсем всех сократили. С обещаниями когда-нибудь отдать все причитающееся. Леночка бесилась, но пошла работать в какой-то ночной ларек, в котором продавали всякую мелочевку. И вот с того момента ее Ваське вообще никакой жизни не стало. В ларьке деньги отдавали сразу, за каждую смену. Получалось, что Вася не только живет в квартире жены, но и сидит на ее шее. Леночка пилила его целыми днями. В итоге муж не выдержал, собрал сына и уехал к матери в деревню. Думал, что перекантуется там с полгодика, а потом вернется. Но в деревне работы не было совсем. Колхоз развалился, имущество благополучно растащили. Василиса и сама с ужасом смотрела на полуразвалившееся здание ферм, где всю свою жизнь коров доила. Мало того, стали задерживать пенсию. Все силы пришлось кинуть на огород. Василий да и Колька целыми днями пололи, поливали. Кольке уже исполнилось 10, он ходил в сельскую школу, да и ту скоро собирались закрыть. Василий частенько прикладывался к рюмке. Когда Лена приезжала, чтобы навестить сына и чувствовала запах перегара, то сразу разворачивалась и уезжала. Лене было вполне удобно. Колька под присмотром, а она предоставлена самой себе. У нее давно уже были и любовники, и своя отдельная от Василия жизнь. Все это понимали, даже старенькая Василиса. Молчала. Ну а что она могла сказать? Сама кричала Ваське, чтобы невестку другую привёл. Вот и привёл. И внука, как она и просила, только вот внук не радовал совсем. В свои 12 лет мог и денег у бабки из кошелька стянуть и болтаться чуть ли не до ночи. Поэтому, когда школу закрыли, Леночке пришлось забрать Колю в город. Василиса с облегчением вздохнула. Теперь у нее на шее остался только сын-алкоголик. О том, чтобы забрать и мужа, Лена даже слышать не хотела. «Зачем он мне там? Нет, пусть ваше счастье с вами остается. Василиса вздохнула, а Василий попытался встать, чтобы провести воспитательный процесс со своей женой. Она усмехнулась, толкнула его обратно на диван, и Вася безвольно рухнул, а потом захрапел. Лена уехала и больше у них не появлялась. Через 3 года Василий пьяный замерз недалеко от дома. Василиса похоронила его и совсем сдала. На похоронах и Лена с Колей были. И даже первая жена София приехала. Стояла в стороне. С ней был подросток, мальчик и какой-то мужчина. Василиса не стала подходить, видела, что желания общаться с ней у Софии не было. И такой одинокой почувствовала себя Василиса. Вот ей, считай, за 80 уже, а никого, считай, у нее нет. Обе невестки смотреть на нее не хотят. Муж давно ушел, теперь и сын с ним. А она совсем одна. Пока еще как-то двигается по дому, но ведь это ненадолго. Скоро и водички подать некому будет. Дома, когда поминали Васю, она обняла Колю. «Внучок, хоть бы ты бабушку навещал, хотя бы иногда. Нет уж у меня никого, совсем уж никого. И никак Бог не заберет меня к себе. Мается теперь». Коля старался не оттолкнуть бабку, которая пахла валерьянкой и какими-то другими лекарствами. «Да, баб, приеду». Колька сидел во дворе со своими дружками. Один из них сказал: «Эх, лето, мы сидим тут, сейчас бы куда на море». «Ну ты загнул на море, где бабки-то такие взять?» «Ну да у родаков не...» «Ну да, у родаков не вариант, сами без денег». Коля сплюнул. «Моя вообще за полгода 3-го мужа привела. Видеть всех не могу. Так и хочется всех придушить вместе с мамашкой». Парни вздыхали. Денег не было даже на пиво. Вообще ни на что. И тут Кольке пришла в голову одна интересная мысль. «Слушайте, а никто не знает, дорого можно продать ордена и медали?» «Настоящие?» «Конечно. Но там все зависит от того, какие они. Некоторые есть вообще заоблачных денег стоят. А у тебя что, есть ордена и медали?» «У меня нет, а вот у моей бабки много. От деда остались». «И что, ты у своих?» «Да какая она мне своя? Дед давно помер, отец спился и тоже помер. Бабке скоро 90, так что никому они не нужны». Друзья переглянулись.
Так и чё, поедешь, что ли? Ага, навещу любимую бабушку, только надо, чтобы никто не знал. Давайте денег на билет собирать. Парни полезли по карманам. Друзья у Кольки были под стать ему. Все уже школу закончили, отболтались кто год, а кто и 3. Только вот ни учиться, ни работать никто не шел. Все сидели на шеях у родителей, иногда подворовывали, если что-то плохо лежало. С трудом наскребли мелочи в один конец. В обед Колька был уже на автовокзале. С дружками договорились, что пока они найдут скупщика, чтобы не обманул и денег побольше дал. Колька вылез на знакомой остановке и двинулся к дому бабки. Вошел в дом. Она лежала на своей высокой кровати. «Кто там?» «Бабуль, это я, Коля». «Ох, Коленька, внучок мой». Василиса стала кряхтя вставать. Сейчас я тебя покормлю. Как же ты это? Вот молодец, что приехал, молодец. Как там Ленка-то? Как ты, учишься?» «Да, бабуль, учусь. Мамка, как обычно. Денег нет, ничего не меняется». «Ох да, жизнь сейчас тяжелая. Я тебе, Коленька, дам на модные штаны, а может еще на что. Пенсию-то мне добавили за деда, за то, что воевал, за то, что героем был. Ты знаешь, в школе хотят уголок его сделать. Школа-то у нас опять работает, уже 2 года как открыли. Вот просили, приходили собрать личные вещи, какие можно. А я решила, что и мундир его вместе с медалями всеми отдам. Будет он у них за стеклом висеть, молодежь будет смотреть на деда нашего, равняться». Колька даже похолодел. Вот это поворот, как же он вовремя приехал. Кто знает, когда этой старухе пришло бы в голову отдать просто так ордена и медали. Колька поел, поговорил с бабушкой. Так, ни о чем, лишь бы беседу поддержать. Старуха ему денег дала. «Вот с пенсии откладываю потихоньку. Как знала, что приедешь. Матери-то тяжело, а на учебу надо ходить в порядке». Коля взглянул на купюры. Ого, нехило так, ни на одни джинсы хватит. И как будто кольнуло что-то там внутри, вроде как совесть. Бабка-то родная, да и дед тоже. Вон денег сует, переживает за внучка. Но Коля быстро прогнал эти мысли. Не хватало еще перед дружками опозориться. Вечером, когда бабка улеглась, Коля осторожно двинулся к шкафу, в котором хранился дедушкин мундир. Он медленно приоткрыл дверцу и заглянул туда. Все на месте. И ордена, и медали. Блестят. Видимо, бабка начищает их чуть ли не каждый день. Коля осторожно вытащил мундир. Пришлось прижать медали, а то они позвякивали, как посуда. Времени, чтобы отстёгивать медали, не было. Бабка могла в любой момент проснуться, поэтому Коля просто скрутил мундир и сунул в какую-то наволочку. Тихо прокрался к двери, вышел и припустил в сторону дороги. Автобусы уже не ходят, но, может, попутку какую поймает. Ловить пришлось недолго, и через час Коля уже был в городе. Разыскал дружков на старом обычном месте. Они сидели в беседке и думали, где бы взять на пиво. Коля небрежно вытащил купюру. «Давайте пивка принесете, и там уже будем смотреть и разговаривать». Через полчаса они, отпивая пиво, рассматривали медали. Когда Коля развернул пиджак деда, парни ахнули. «Ну нифига, да твой дед герой!» Они перебирали медали, читали названия. Коле как-то неприятно стало. «Ладно, хватит, рассказывайте, нашли ли кого?» «Нашли, тут на рынке в самом начале мужик стоит, он сказал, что возьмет все. Обмануть не должен, мы его предупредили, что тогда ему кирдык». «Ну тогда завтра с утра и пойдем. Кто со мной?» Они посидели еще немного и разошлись по домам. Колька тихонько пробрался в свою комнату. Мать уже давно не следила, бывает ли он дома вообще. Во-первых, он вырос, а во-вторых, ей нужно было устраивать свою личную жизнь. Утром Василиса проснулась, а Кольки нет. Подумала еще, что на рыбалку пошел или прогуляться. Но он и к обеду не вернулся. Неужто уехал? Разве ж так хорошо? Как будто в сердце кольнуло. Она же к нему со всей душой. Ну, сказал бы, что ехать надо, неужто она не поняла бы? Дело-то молодое. Так обидно Василисе стало, даже давление поднялось. Накапала себе капелек, съела таблеточку, вроде как отпустила.
Решила собрать то, что в школу собиралась отдать. Был у нее и портсигар мужа, привезенный с войны, и клинок, много чего по мелочи. Но самое главное, конечно, это ордена и медали. Но главное она решила оставить на потом. Чуть не до вечера провозилась. Каждая вещичка напоминала мужа, те счастливые деньки. Время тогда было голодное, можно было и продать это все, но они выдержали, не продали, сохранили память. Вот и теперь детки будут любоваться, расспрашивать про подвиги мужа и ее узнавать. А уж она знала все. И вот уже рассказала молодым девочкам, которые к ней неделю с блокнотиками ходили. Все записывали. Ей муж много рассказывал. Тогда телевизоров у них не было, вот и развлекал ее рассказами о подвигах своих и своих товарищей. Особенно ей нравилась одна молоденькая учительница. Такая внимательная. Всё время что-то вкусненькое несёт, а потом они все вместе пьют чай. И школьницы хорошие, завтра уже прийти должны. Старушка вздохнула. Ну, всё сложено, осталось только мундир достать. Она не будет его сворачивать, так повесит. Пусть ещё ночь дома повисит, но не в шкафу, а на виду. Василиса открыла шкаф и замерла. Господи, да что же это? Мундира в шкафу не было. Плечики, на которых он висел, были на месте, а вот ни мундира, ни орденов. Колька, гад, да что ж ты натворил? Василиса рыдала весь вечер. Плохо стало, очень плохо. И капли капала, и таблетки пила. Что ж делать-то теперь? Не будешь же на родного внука подавать в суд, посадят же. Ох, что делать? Под утро забылась беспокойным сном. Снился ей муж, сердитый был, пальцем грозил и все время повторял: «Не уберегла». С утра Андрей, как обычно, сопровождал мать на рынок. Не очень он любил это дело, но раз в неделю приходилось. Он уже закончил обучение, причем 2 курса прошел экстерном, и начал работать в компании отчима. Тут ему все время помогал, да и вообще был хорошим человеком, а мать стала домохозяйкой. Они с отчимом договорились, что один раз на рынок сопровождает мать он, а второй отчим. Мама, как только дома села, заскучала. И поход на рынок был не столько полезным для дома, сколько познавательным и развлекательным. Иногда это могло длиться и полдня. Андрей терпел, но все же любил свою маму. София медленно шла по рынку. Вдруг остановилась. Андрей чуть не налетел на нее. Посмотрел туда, куда смотрела его мать. И сразу понял, кто привлек ее внимание. Он уже раньше видел этого рыжего парня. Тогда, на похоронах папы. Тогда этот пацан был моложе, конечно, но Андрей его узнал. Этот пацан продавал фарцовщику медали. Военные награды, причем прямо с мундиром. Торговались громко. Андрей удивленно взглянул на мать. «Это деда, что ли?» «Выходит так. Неужели Василиса умерла? Не может быть, мне бы сразу сообщили». «Мам, а может, он украл их?» «Ох, не знаю, Андрюш, что же делать? Василиса не переживет. «Мам, ты иди домой». Андрей пошел к торгующейся компании. Стал немного в сторонке, послушал, а потом сказал: «Эй, братва, дурит он вас, давайте я заберу, в 2 раза больше дам». Фарцовщик дернулся в его сторону, потом узнал в нем пасынка далеко не последнего человека в городе и отступил. Колька подошел к нему. «Не врешь?» Андрей пожал плечами, достал бумажник и отсчитал деньги. Глаза Коли загорелись. Он схватил деньги, сунул Андрею мундир, и они с компанией быстро скрылись. «Андрей, что ты ей скажешь?» «Всё и скажу». София вздохнула. «Я поеду с тобой, должен же кто-то ей всё объяснить». «Спасибо, мам». Муж Софии смотрел на них. «Я, конечно, не очень понимаю, зачем вам вообще туда, но раз решили, то и про Кольку расскажите. Думаешь, стоит? Ну, может, не так будет обидно, что стащил не родной внук». «Может, ты и прав». Василиса снова взахлёб плакала и рассказывала той самой учительнице, что проснулась утром, а орденов нет. Нужно заявить в полицию. Нет, он же мне внук родной. Больше и не осталось никого на свете. Ну как же так? Это же воровство. Ну, значит, так суждено. Не буду я ничего. Вы простите меня, что так я вас подвела.
Вот получилось вот так, не уберегла. И Василиса снова зарыдала. Девушка бросилась за водой, чтобы накапать валерьянки. За суетой оба не заметили, как у дома остановилась машина. Из-за руля вышел Андрей, помог выйти Софии, и она огляделась. Господи, ничего не изменилось. Только вот яблоня выросла большая. Это мы с Васей из города привозили, на ярмарке покупали. София погладила ствол дерева. В тот день, когда Вася сказал ей, что уходит к другой, она тоже узнала о том, что беременна. Но говорить ему ничего не стала, была гордая, не хватало еще ребенком удерживать. А ведь если бы сказала, то, может, и сейчас был бы он жив. Потом уже совершенно случайно от их общих знакомых она узнала, что Леночка обманула Василия. Не от него беременна была. София наняла человека, который все и выяснил. Хотела все Василию рассказать, да только он как раз тогда пьяный и замерз. Решила тогда, что не полезет, не ее дело. А тут снова столкнуться пришлось. «Мам, идем. «Да, пошли». Они вошли в дом. В нос ударил резкий запах лекарств. На диване плакала Василиса, а рядом с ней сидела какая-то девушка и уговаривала выпить лекарство. «Здравствуйте». Андрей поздоровался, чтобы привлечь внимание. Старушка посмотрела на него, да и замерла. Перед ней стоял ее муж, только молодой. Она таким его даже и не видела. Василиса схватилась за сердце. Она, конечно, понимала, что это не муж, но как вообще такое может быть? «Вы кто?» Из-за спины Андрея вышла София. «Здравствуйте, Василиса Егоровна». «София, господи! А это...» «Это сын Василия и мой сын Андрей». «Сын Василия, твой сын, как же так?» Старушка растерянно смотрела на них. Девушка тоже ничего не понимала. Если это внук, то получается, что он украл, но почему-то не похож он на вора, красивый, хорошо одет. Через полчаса стол был накрыт к чаю. Андрей положил перед Василисой мундир. «Откуда он у тебя?» «Купил на рынке у Кольки». «Ты с ним знаком?» «Нет, но видел пару раз». «Спасибо тебе, ох, не знаю, как у Васи такой сын получился. Никогда не думала». Колька не сын Васи. София решила, что не будет ходить вокруг да около. Василиса вскинула на нее глаза. «Как?» В то время, когда все случилось, Лена не только с Васей гуляла. Но тот второй отказался уходить от жены. Вот и пришлось ей сказать, что ребенок от Василия. А я не стала говорить ему ничего, потому что тоже думала, что беременна Ленка от него. Василиса долго молчала, а потом снова посмотрела на Софию. «Не знаю, простишь ли ты меня, ведь я же руку свою к этому всему приложила. Ох, какая ж я дура. Я ведь своими руками на это Ваську толкнула. Что же я наделала? И тебе жизнь испортила, и сыну своему, и внука своего настоящего не видела и не знала». Василиса снова зарыдала, а потом подняла голову. «Я на Кольку заявление напишу. Если бы на Ленку можно было бы, то и на нее написала бы». София уехала, а Андрей вернулся к бабке. Он не видел этого всего, не знал. И ему было интересно с ней поговорить, узнать про детство отца, посмотреть фотографии героического деда, на которого он так был похож. Молоденькая учительница тоже часто у них бывала, и Андрей с нетерпением ее ждал. Как только Кольку забрали, Лена приехала к Василисе, вспомнила, что она мать. «Забери заявление, он же тебе внук». «Леночка, это ж ты мне столько лет не рассказывала, что Вася мой отношения к Кольке не имеет». Лена стушевалась и уехала ни с чем. А в конце лета в деревне играли свадьбу. Именно Андрей захотел, чтобы свадьба была истинно деревенской. Василиса даже помолодела, достала свой свадебный венок, хотела, чтобы невеста в нем была. Молодые переглянулись. Обижать бабушку не хотелось, но и надевать полуистлевшие украшения. Тогда Андрей предложил его отреставрировать, а сам просто заказал, чтобы сделали такой же, но новый. А через месяц после свадьбы Василиса спокойно умерла. Сказала Андрею, что теперь все дела у нее тут завершены. И утром просто не проснулась. И не было трагедии, ведь все понимали, что и правда. Все она тут завершила. И с чистой совестью
ушла к мужу.